Всем привет! У нас сегодня очередное чтение Ральфа Блюма, чтение с комментарием. И сегодня очень интересная тема для чтения – это руна Атила. Мы сегодня с помощью Ральфа Блюма и благодаря ему разберем руну Атила. Естественно, что напомню для тех, кто только смотрит это видео первый раз. Во-первых, вы как заметили, это уже 27-й выпуск. Поэтому вы можете посмотреть предыдущие выпуски и плейлист в прикрепленном комментарии к этому видео. Это первое. Второе, это то, что мы следуем не классическому порядку Футарка, а следуем порядку, который предлагает Ральф Блюм. Третье. Мы исследуем и изыскиваем ключики у такого замечательного автора, как Ральф Блюм. У него хватило смелости, несмотря на свое христианское мировоззрение, исследовать руны. И мы, естественно, изыскиваем ключики. Почему? Потому что неординарный подход, неординарный взгляд на руны такого замечательного автора, достаточно популярного, потому что эта книга претерпела несколько изданий и благодаря Антону Платову вышла на русском языке, мы можем ее тоже прочитать и исследовать. Вот где-то так. Поэтому у нас чтение с исследованиями, чтение с комментариями. Добро пожаловать на 27-й выпуск. Мы начинаем. Вот такая вот замечательная руна Атила. Сейчас мы на нее посмотрим. Видите, вот она. У нас такая вот руна Атила. Изображается как платочек. Ну, что пишет Ральф Блюм? Он описывает название руны как разделение, отступление, наследство. Я эту руну трактую как наследие. А вот в каком аспекте я ее трактую, об этом мы поговорим чуть попозже. Давайте прочитаем первый абзац и начнем комментировать. Это пора расхождения путей. Старая оболочка должна быть сброшена, и жившие себя взаимоотношения прекращены. Когда вам выпадает эта руна, речь идет о требовании отсеять шелуху, будучи элементом инициатического цикла. Атил, или я ее называю Атила, выступает как руна радикального разобщения. Давайте разберемся, действительно ли она руна радикального разобщения. Я бы не сказал, если судить поверхностно. Но если мы посмотрим, например, на ее нахождение на древе Игдрасиль, то мы можем увидеть, что руна Атила у нас находится, соединяя два мира – Мидгард и Нифельхейм. В моей трактовке, в моем понимании, это стихия воды. То есть, иными словами, эмоциональный аспект или проявление определенных астральных проекций или определенное, будем так говорить, наследие времени. Почему? Потому что символ мира Мидгард является руна Ера, которая говорит нам о времени, о временном показателе. Поэтому время и стабилизация, символ руны Нифельхейм, необратимая руна Иса, это время, которое остановилось. Так примерно трактуется руна Атила. То есть Атила под действием времени является наследием, которое успокаивается, стабилизируется. И тут, конечно, если мы опять обратимся к тексту Ральфа Блюма, он говорит, что руна радикального разобщения. Или, как он говорит, и жившие взаимоотношения прекращены.
или требование отсеять шелуху. Ну, я могу сказать, добрый вечер, Алиса. Я могу, рассуждая так, сказать, что в данном случае, если рассматривать руну Атила как элемент наследия, то естественно, что наследие может быть только ценность. Ценность, которая не имеет ничего иного, то есть шелуха или что-то неценное к наследию не относится. Наследие — это всегда ценность. Вопрос в другом. Если мы берем материальный аспект проявления наследия, то само наследие по себе, оно тоже должно иметь ценность. Иначе, если это наследие не имеет ценность, мы говорим о материальном, то, естественно, это наследие и неинтересно наследникам. Здесь все понятно, все объяснимо. Наследие должно иметь ценность. Так ли это в духовном плане? Аналогично, даже более того. Наследие через руну Атила приобретается благодаря тому, что мы ценим наследие. А какое может быть наследие в духовном плане? Что может быть в духовном плане для нас ценно? И здесь встает вопрос, что самое ценное, то, что мы можем унести с Мидгарда, вспоминаем древо Игдрасиль, да? Мидгард, мы видим в центре, унести в успокоение Нифельхейм, то есть успокоиться, уйти в небытие. Какое наследие? Материальное наследие мы не унесем. Мы можем унести только наследие духовное. А духовное наследие — это наш опыт, наша мудрость, наше знание. Так что считается настоящим наследием в духовном плане? Наши знания. Вот это наследие, которое мы и несем за собой. Может ли оно принести раздор или сбросить изжившие себя взаимоотношения или прекратить эти взаимоотношения? В общем-то да, потому что если мы выкристаллизовываем определенное наследие, которое мы можем с собой забрать, оно всегда вступает в противоречие с общепринятым мнением или видением, или каким-то определенным знанием. Да? Поэтому это руна радикального разобщения? Наверное, да. Скорее всего. Если посмотреть, опять же, изучить и вникнуть в само понимание руны наследия. Читаем дальше. В настоящий момент правильным действием будет покориться и вполне возможно отступить, зная, как и когда отступить, испытывая твердую решимость довести начатое до конца. Решимость довести начатое до конца, испытывая твердую решимость довести начатое до конца. Правильным действием будет покориться. Ну, слово «покориться» здесь или не точен перевод, или опять же морализация, христианская морализация покорности, она тоже на поверхности воспринимается, ну, будем так говорить, неприемлемо. Но Блюм говорит, вполне возможно отступить. И хотелось бы обратить внимание, опять же, на то, что в руне каждая руна является неким ставом, и в ней мы можем увидеть часть других рун. И здесь мы видим прямую и зеркальную руну Савилью. Если мы проведем условную ось посередине Атилы, то мы можем увидеть две руны Савилью. Одна прямая, другая зеркальная. Также какие мы можем увидеть руны? Мы можем увидеть руны Кена и можем увидеть руну Геба. Опять же, Кена может быть вверху, смотрящая на Геба. Иными словами, Кена как божественная, как защита, как крыша, как взгляд богов на
нас, людей. Это и есть наследие. Какое наследие уносит с собой человек? Какое наследие? Какое наследие мы возьмем с собой? Что мы имеем? Поэтому здесь такая, в общем-то, достаточно мощная глубина, и рассматривая руну как некий элемент Тава или элемент других рун, мы видим три основные руны, как бы три: Савильо, Геба и Кена. О чем это нам может говорить? Какие подсказки нам может дать? Вот здесь вот мы опять же возвращаемся к тексту Ральфа Блюма, и мы смотрим. Момент правильным действием будет покориться. То есть две руны Савильо, одна зеркальная, непроявленная, элемент руны Савильо, то есть элемент не отсутствия победы. То есть победа только еще не проявлена. То есть есть все шансы победить, но она еще не свершившаяся победа, не свершившаяся энергия, да? Не проявленная энергия. Так что, стоит покориться? Нет. Здесь вопрос не в покорении, не в покориться, а вопрос в том, чтобы на некоторое время, прежде чем ты победил, то есть совершил свою последнюю битву, как говорил Кастанеда, нужно в первую очередь быть готовым эту победу принять, потому что не все готовы принять эту победу. И наша последняя битва еще не совершена, она не закончена. Поэтому не предвосхищать, вот я сейчас победил, все, ты сначала победи, ты сначала соверши. И тогда не ты будешь называть себя победителем, а тебя назовут победителем. Вот здесь скрытая часть или трактование той же самой руны Атила, да? Когда мы анализируем. Поэтому победа в какой-то степени, да, она требует где-то и отступления. А это мудрость. Отступить вовремя, чтобы не погибнуть. Потому что если ты погибнешь, ты не сможешь победить. Ты не сможешь вынести определенную победу. Смысл Геба как уравновеситься и как дар. Совершенно верно. Совершенно верно. Только Алиса опередила меня. Ну, я как раз к этому подходил. Я сейчас об этом скажу. Так неинтересно читать мои мысли наперед. Ну, Алис, ты закончила активацию, у тебя есть понимание этого. Я очень рад за тебя. Кстати, вот представляю Алису как одну из лучших учениц, которая сейчас проходит мантику. И если вам интересно расспросить, каково же у меня учиться, то вот Алиса Боженко моя гордость, будем так говорить. Надеюсь, не смутил. Но мы идем дальше. Вполне возможно отступить, зная, как и когда отступить, испытывая твердую решимость довести начатое до конца. То есть для того, чтобы победить, иногда нужно отступить для того, чтобы сохранить свою жизнь. Поэтому руна Атила в какой-то степени дает мудрость предусмотрительности и способность здраво размышлять ради победы, быть готовым, если надо, и отступить. Следующий момент. Видение. Кена. Кена здесь со всех сторон. Кена — это и взгляд вовнутрь, и взгляд наружу, и взгляд свыше, посмотреть на себя глазами богов. Это Кена, которая освещает, которая дает, которая насыщает Атилу своим видением. И следующая руна, о которой напомнила Алиса, это Геба. Партнерство внутри себя, уравновешивание самого себя. То есть, иными словами, руна наследия Атила, она предполагает в первую очередь получение этого наследия во всем объеме, обширно, то есть полное понимание, полное осознание, полное восприятие. И это как раз и есть наполнение этой руны.
Читаем дальше. Поскольку Атила, но я буду называть ее так, как я привык по германскому переводу. Поскольку Атила является руной приобретения, получения выгоды, с ней ассоциируется недвижимое имущество. Ну, я говорил о материальном. Хотя Атила, между прочим, может быть точно так же и движимое имущество. Это любое имущество, которое мы можем назвать ценным. Это ценное имущество, то, что для нас является ценным. Однако источником прибыли, наследства, которое вы получаете, может быть что-то, с чем вы должны расстаться. Расставание может оказаться чрезвычайно сложной задачей, если тем, от чего вы вынуждены отрешиться, оказывается какой-либо аспект вашего поведения, вашего культурного наследия. Ведь в этом случае вам придется пристрастно пересмотреть то, что, как вы доселе горделиво полагали, является вашим по праву рождения. Я не хотел бы делать определенный акцент на материальное, потому что описывать материальный аспект в руне Атила, ну, я думаю, это где-то даже не нужно. Почему? Потому что все понимают суть наследия, движимого, недвижимого, любого наследия. Я бы все-таки обратил аспект на духовное понимание, но в контексте материального. А именно, любое наследие, о котором говорит Ральф Блюм, это то, с чем вы должны расстаться. Или вам придется расстаться. Но на самом деле должны, это так и есть. Если вы обладаете определенным духовным знанием, если вы обладаете определенным духовным наследием, то очень странно, когда человек этим не делится с другими. Это прямая обязанность передать это другим. Некоторые еще в Атиле видят еще ингус без черточек. Но сама по себе Атила — это футарки, следующие после ингус. Поэтому преобразование одной руны в другую, в этом тоже есть определенный смысл. Плод-результат, наследие можно назвать плодом-результатом. Поэтому да, можно и так. Если некоторые видят это, видят ингус в Атиле, то да, можно и это как бы отнести. Но опять же, ингус — это уже результат готовый, это то, что ты получил в результате. А Атила — это то, что формируется в процессе. Это то, что является ценностью. Ценностью, которая необходимо передать дальше. Ценность, которая является наследием. Результат — это в данный момент наш результат. Это то, что мы получили, то, чем мы пользуемся. И результат нашего труда очень печально, если мы отдаем как наследие. Потому что результат дается нам. Это суть руны ингус. И в ней, кстати, заключена Атила. Вот если в ингус рассматривать Атилу прямую и перевернутую, то да, я согласен. А если мы ингус рассматриваем в Атиле, то я бы сказал, что в Атиле множественные результаты, множественные достижения. Потому что Атила не является руной достижения. Атила является совокупностью наших достижений. А руна ингус — это достижение. Вот это мое видение. Поэтому источником прибыли, наследства, которое вы получаете, может быть что-то, с чем вы должны расстаться. То есть наследие — это сформированное нечто, которое необходимо отдать наследникам. Потому и оно и формируется как наследие. Потому что мы это забрать с собой, я имею в виду материально, не сможем, а в духовном плане нужно оставить. Потому что почему нужно оставлять свои знания, свои духовные знания, свою мудрость, свой опыт передавать как наследие? Потому что оно усиливается, оно становится ценностью не только для вас,
но оно становится ценностью и для тех, кому вы их оставляете. Что, собственно говоря, вот, например, я сейчас и делаю. То есть это видео, может быть, через год, через два, кому-то сослужит хорошим наследием. Вот в чем вопрос. Может быть, раньше. Хотелось бы раньше, чтобы это было при моей жизни. Потому что, как часто получается, определенные знания становятся ценными после смерти того, кто передает это наследие. Выходит. Мы не ценим эти все моменты, все эти вещи при жизни. Очень жаль. Очень жаль. И вот расставание может оказаться чрезвычайно сложной задачей, если тем, от чего вы вынуждены отрешиться, оказывается какой-либо аспект вашего поведения, вашего культурного наследия. В чем особенность в этом заключается? Опять же, передавая наследие другим, ты передаешь определенные знания, которые в случае твоего следующего воплощения, о чем, кстати, мировоззрение христианства отрицает перевоплощение, и, как правило, у Ральфа Блюма мы это практически не слышим. То есть он об этом не говорит или в силу такта, или в силу убеждения. Тут уже сложно сказать. Но вопрос-то не в этом. Он пишет, что расставание может оказаться чрезвычайно сложной задачей. В чем сложность задачи? В том, чтобы перевести это наследие на язык, понятный язык для других, и оставить это наследие. И если мы, перевоплощаясь, столкнемся с этим наследием снова, то оно может нам помочь вспомнить. Вот такой круговорот. Вот в чем вопрос. Если же мы оставляем и больше сюда не воплощаемся, допустим, такой вот вариант, то все равно это наследие нужно для того, чтобы люди, идущие или взявшие это наследие на вооружение, могли точно так же закончить цикл перерождений и выйти на новый уровень развития, на новый виток. Поэтому что в первом случае, что во втором случае, это всегда очень выгодно. Интернет решил от нас убежать. Мы, наверное, говорим о очень таких важных вещах, о которых кто-то нам не дает говорить. Кто-то, якобы, интернет в данном случае. Хотя это может быть в определенном смысле и мощный импульс. И как в нашей традиции говорится, что если есть препятствия, значит мы на правильном пути. Поэтому наследие, которое, как кажется, нам принадлежит по праву рождения, на самом деле оно требует передачи, потому что любое наследие, как я сказал ранее, духовное, оно в любом случае должно будет быть передано, причины я назвал, а материальное наследие по-любому достанется наследникам. И вот насколько ценно это было, насколько это было ценно, это ценность для следующих поколений. Потому что иногда то, что ценно для нас, следующих поколений не ценят, ибо у них меняется взгляд на ценности. А вот духовное наследие, оно всегда было, есть и будет ценным. Будь то испытываемая вами привязанность к вашему положению в обществе, к работе, которую вы выполняете, или даже к вашим представлениям о собственной натуре, требуемое разделение даст вам свободу и гораздо большей степени стать тем, что вы есть на самом деле. Здесь сказка, ложь, давний намек. Я не стану ее трактовать, потому что требуемое разделение даст свободу. Я как раз и говорю, в первую очередь, поразмышляйте об этом, о свободе от колеса реинкарнации, колеса кармического перевоплощения. Вот эта свобода, она напрямую связана с нашим наследием. То есть если мы хотим пойти на развитие выше, дальше, в иные сферы,
обрести свободу в большей степени, то именно для этого мы и должны использовать наше наследие. Атила в перевернутом положении. Сейчас не время пребывать в путах прежних условностей, прежних ограничений, оглядываться на прежние авторитеты. Задумайтесь не только над тем, что поможет вам, но и над тем, что пойдет на пользу другим людям, и действуйте в согласии с тем светом, который отныне присутствует в вашей жизни. Поскольку возможно, вы вынуждены взять на себя обязательство категорически отказаться от прежних способов действия. От вас требуется абсолютная искренность. В противном случае из-за своей небрежности или нежелания видеть очевидное, вы можете причинить страдания другим людям и нанести ущерб самому себе. Прежде чем я прокомментирую Ральфа Блюма, я хотел бы обратить ваше внимание на трактовку в раскладах руны Атилы. Естественно, что безусловно, нужно всегда смотреть на соседние позиции, в которых выпадает эта руна, потому что просто так трактовать руну по каким-то определенным значениям или смыслам, тут можно ошибиться. Чтобы не ошибиться, всегда нужно оглядываться на определенные руны, которые выпали в других позициях. Если это однорунное гадание, это, естественно, мы с вами рассматриваем в понимании самой руны. А вот если есть еще какие-то позиции, конечно, нужно и это учитывать. Так вот, руна Атила зачастую, если мы говорим о материальном, прямая руна говорит о неком наследии или даре, или возможности получить это наследие не как результат деятельности, а как определенное получение, то есть получение знаний, получение опыта. Кстати, вот опыт очень важно. Получение опыта, получение какой-то мудрости, получение какого-то урока. Да, это вот не материальном. А в материальном он говорит о каком-то наследии, о каком-то вознаграждении, о каком-то вещи, которая может прийти не по заслугам. Да? То есть вот не мы заслужили наследство. Нет, это не по заслугам. Оно придет как бы по праву. По праву именно вашего родства. Еще руна Атила говорит о родственниках или говорит о роде земном. Поэтому в некоторых случаях, если руна Атила выпадает, она говорит о том, чтобы вы обратили внимание на свою семью. Перевернутая руна Атила может говорить о том, что в семье могут быть какие-то неприятности или, допустим, есть вероятность потери наследия для родственников или для вас, для семьи. Поэтому это руна как бы семьи, да? Она зачастую еще говорит о доме, то есть дом, наследство, в том понимании, в котором понимали древние скандинавы. Поэтому трактование руны Атила очень многообразно, очень большое. Отсутствие наследия — это нечего искать там, где руна перевернута, нечего искать, там тебе ничего не достанется, там тебе ничего не принадлежит, поэтому не ищи. И вот так вот где-то дальше, допустим, проводить примеры или проговаривать их очень сложно. То есть здесь нужно смотреть конкретно по примеру, по раскладу. Вот я продолжу рунические расклады, и, быть может, в каком-то из раскладов у нас выпадет Атила, и я смогу ее раскрыть в трактовании более широко, ну, естественно, широко относительно того расклада, который будет. Поэтому на все воля богов. А пока это вот в том виде, в котором есть. Что же касается комментария, написанного Ральфом Блюмом, у меня нету возражений каких-то. То есть я согласен, что перевернутое положение руны, перевернутая Атила, она говорит: сейчас не время пребывать в путах прежних условностей. Помните древо Игдрасиль, связь? Обратите внимание,
она связывает Ису. Это в определенном смысле связывается с Нифельхеймом, символ Нифельхейма, руна Иса. Это определенное замирание, спокойствие, тем более если Атила перевернута. То есть сейчас не время, опять же, Мидгард, символ руны, символ Мидгарда, руна Ера. Не время, то есть не пришло время сеять, не пришло время отдавать, не пришло время формировать наследие. Или там, где ты ищешь, нет наследия для тебя. Так может трактоваться руна. В путах прежних условностей, прежних ограничений оглядываться на прежние авторитеты. То есть, опять же, наследие, авторитеты, ограничения, да, кумиры, это все может быть абсолютно в прошлом. Это может быть не наследием. То есть брать, вместо того, чтобы развивать свою личность, смотреть на другую личность и подражать, это не есть наследие личности, индивидуальности. Задумайтесь не только над тем, что поможет вам, но и над тем, что пойдет на пользу другим людям. Сама руна Атила, она говорит о том, что это наследие, которое не обязательно должно принадлежать тебе. То есть ты можешь получить это наследие, но тебе рано или поздно придется его отдать. То есть, иными словами, ты это наследие просто подержишь в руках. Поэтому нужно быть готовым как взять наследие, так и понимать, что оно не может принадлежать тебе вечно. Рано или поздно тебе придется отдать. Просто ты его можешь использовать какое-то время, а потом тебе все равно придется отдать. И какое наследие ты отдашь? Это будет уже то наследие, которое потеряет ценность для наследников, или все-таки ты это наследие приумножишь или сделаешь его сильнее, оно поднимется в ценности перед наследниками, и оно будет цениться и следующими поколениями. Здесь руна Атила, в данном случае в перевернутом виде, она как раз может это и подсказывать, и говорить об этом. Действуйте в согласии с тем светом, который отныне присутствует в вашей жизни, поскольку, возможно, вы вынуждены взять на себя обязательство категорически отказаться от прежних способов действия. От вас требуется абсолютная искренность. Вы не можете наследие передать часть. Вы или отдаете все наследие, или не отдаете вовсе. А по кусочку вступать во владение – это немножко другой аспект. Вступать в наследие. Освоить свое личное наследие и понять, что тебе принадлежит, что является твоим наследием и что ты можешь передать следующим поколениям, вот здесь вот и требует искренности или честности, в первую очередь, перед самим собой. В противном случае из-за своей небрежности или нежелания видеть, в противном случае из-за своей небрежности или нежелания видеть очевидного вы можете причинить страдания другим людям, нанести ущерб самому себе. Я бы переставил местами нанести ущерб себе и причинить страдания другим людям, потому что страдания другим людям мы можем причинить только тогда, когда мы изначально наносим ущерб самому себе. Если мы не ущербны, то мы и не можем принести ущерб другим. Потому что приносим ущерб другим, приносим страдания другим только в том случае, если мы ущербны внутри и страдаем внутри сами. Приспособляемость и сноровка – вот качество, которое надлежит развивать в настоящий период. По-прежнему вы должны терпеливо ожидать действий универсума, то есть абсолюта. Сталкиваясь в раскладе с этой руной, помните, мы действуем, не действуя, и все самое важное совершается само собой. Ну, на самом деле, самое важное совершается само собой только тогда, когда мы готовы принять. И руна Атила нас этому учит. Мы должны не приспосабливаться и хитрить, как сноровка, да, а мы должны быть внимательны. Я бы, наверное, сказал бы настроиться вместо слова приспособление и внимание вместо слова сноровка.
То есть настроить свое внимание. Я бы перевел или заменил бы слова приспособляемость и сноровка. Настройка, настрой, ваше настроение, ваше стремление, настройка, то есть вы когда настроены, знаете, как инструмент, и ваше внимание. Вот те качества, которые надлежит развивать в настоящий период. Это в моем таком понимании. И по-прежнему вы должны терпеливо ожидать действий универсума. То есть вы должны терпеливо ожидать того, чтобы проявилось. Потому что Ера, как мы помним в древе Игдрасиль, она нам подсказывает, что мы не можем посадить и на следующий день собрать урожай. Нужно какой-то период. Более того, что мало того, что мы должны посадить вовремя плодородную землю, подготовленную, и должен быть подходящий период времени для посадки, в таком понимании, то есть сеяние, это магическое понимание. Мы должны иметь терпение выждать, когда плод созреет и проявится. Это и есть суть тоже руны Атила. И поэтому, когда мы посадили, сделали часть своей работы, нам не нужно сидеть, как Буратино у 5 зарытых золотых, и ждать, когда вырастет дерево с полным золотыми. В таком плане. А все-таки нужно дать возможность ему прорасти. То есть определенное ухаживание, но на определенном этапе мы не властны. Будет ли град уничтожить наши посадки или еще что-то, тут, конечно, мы терпеливо ожидаем действий универсума. Сталкиваясь в раскладе с этой руной, помните, мы действуем, не действуя, и все самое важное совершается само собой. Потому что есть вещи, которые от нас не зависят. Все, что от нас зависит, мы должны делать. А то, что от нас не зависит, все отдаем в руки сил, которые управляют этим миром. Это нам говорит о чем? О том, что мы не имеем какой-то власти на созидание. Это совсем не так. Просто когда мы находимся в гармонии с самим собой и в гармонии с силами, которые являются так называемыми силами действий универсума, или то, что должно совершиться само собой, без нашего участия, да, как бы. Но перед этим оно должно быть гармонизировано, уравновешено. И руна Атила в этом плане нам подсказывает, что когда у вас гармонизировано и все налажено, то вы притягиваете и то, что у вас внутри. Там, где у вас противоречия, там, где у вас есть ограничения, там, где у вас есть непринятие, то, естественно, вы это и притягиваете. Поэтому да помогут вам боги, да помогут нам всем силы универсума, да, вершить то, что должно вершиться, а нам быть в гармонии и готовым принять в наследие то, что нам причитается. На сегодня все. Традиционно вы знаете, что делать, кто это еще не сделал, ну и так далее. Ставьте прямую и перевернутую ручку, как вам угодно. Пишите в комментарии, если вас что-то интересует. В описании есть вся необходимая информация, если кого-то заинтересовало обучение у меня. Рад вам всем буду. Рад вас буду всех видеть, кто пожелает. Всех благ, всего доброго. Всего доброго.